Здравствуйте, дорогие зрители! На этом видео покажу, как я укореняю розу из букета. Для этого я место подготовил для укоренения. Роза эта вчера куплена в цветочном ларьке. Ночь постоял, ничего страшного. Сейчас из него сделаю череночек. Отрежу верхушку. Оставлю 4 почки, чтобы 2 почки, чтобы углублить в землю, и 4 почки над землей. Листочки уберу. Кстати, при черенковании из букета посмотрите, внимание обратите, чтобы не было поврежденной почки, так как при продаже их листья очищают, как-то по-варварски, короче, сдираются почки. Тогда они негожи для укоренения. Сделаю я это, конечно, с помощью корневина. Сейчас немножечко воду обмакну, корешок, чтобы корневин приставал. Кстати, корневин это куплен в цветочном магазине также. Действенный, хорошо работает. Вот, обмакнул. Сейчас, чтобы не стиралась корневин, это при посадке делаю я палочкой углубление. Углублю в землю. Так, как говорил, на 2 почки. Так, земля влажная. Поливать я ничем сейчас в данный момент не буду. И необходимости нету на это. Только накрою я бутылочкой, чтобы поддерживал, быстро не улетучивался влага, поддерживал водный баланс. Теперь я эту баночку поставлю, где рассеянный свет, где прямых лучей солнца нету. И подождем дальнейших ростов. Прошло 5 недель, как я черенковал розу из букета. За это время я поддерживал водный баланс, поливал, не снимая бутылочку. Вокруг бутылочки поливал аккуратненько, и чтобы вода не попала вовнутрь. Чтобы черенок получил влагу именно через землю. И траву убирал, где трава подрастала, и убирал. Но остальное больше ничего. Теперь вот посмотрите, появились первые листочки. Уже думаю, что корнеобразование пошла, поэтому я уже накрывать не буду, так как черенок уже влагу получает сам. И я также в дальнейшем буду поддерживать водный баланс, опять же не переходя тонкий грань, чтобы не переливать. И поставлю я черенок этот подоконник, где в течение дня это 2 часа только солнце, не больше. Остальные опять же рассеянный свет. Буду ждать полное укоренение. Пока не буду уверен, что можно пересаживать. Корнеобразование хорошее, не буду его тревожить. Подождем. Еще 2 месяца ожидания, и розочка наша, смотрите, какая стала. Уже веточки чуть не во всех пазухах есть, и на рост уже неплохо пошла. Я надеюсь, что уже корешки должны быть. Сейчас мы выкопаем, посмотрим. Аккуратненько, с помощью лопатки. Вот, корешечки есть у нас. Сейчас я сделаю то, что вам не советую делать. Это я для наглядности, чтобы вы увидели, что на самом деле есть корешки. Вот, корешки хорошенькие, обильные. Сами видите. Теперь этот уже черенок можно смело посадить в открытый грунт. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. До следующих видео.